Ага, про британских исполнителей я уже рассказывала. Про американских тоже. Были у меня на разборе и ирландцы, немцы, и даже один представитель из России. Так вот, я еще ни разу не рассказывала о своих соотечественниках, белорусах. А ведь у нас в Беларуси тоже очень много талантливых ребят. Dead Silence Had My Cries, Альпис F4, Молчат дома. Макс Корж. Я сказала талантливый. Бульба Дэнс. Пошла вон. Короче говоря, Беларусь это прям-таки сокровищница музыкальных талантов. И сегодня я хочу рассказать вам о Низкис, одной из самых многообещающих белорусских групп. В какой-то момент о них было слышно буквально из каждого белорусского утюга. Они звучали по радио, мелькали по телевизору и разогревали сцену перед мировыми звездами. И, между прочим, за границей о них тоже знали. А сейчас, в 2025 году, скажем так, не все готовы здороваться с ними за руку. И тут небольшое отступление. Уважаемый товарищ, наткнувшийся на это видео, расслабьтесь, оно не о политике. Серьезно, тут исключительно только про музыку. Ну, знаете, гитары, аккорды, ноты, все такое. Я не собираюсь касаться политики, потому что мне важно показать именно творческую сторону группы. Если вы ждали тут остросоциальных заявлений, то смотреть вам тут не на что. Хотя, если вы все-таки решите остаться, поставите лайк и подписаться на канал, я против не буду. Да и всем остальным welcome! Впускайте любовоить в свое сердце и погнали! Низкис – это действительно уникальная группа, которая в огромной степени повлияла на развитие нашей белорусской музыки. С чего же все началось? Музыкальный путь участников был, скажем так, тернист и непредсказуем. Вот, например, Дмитрий Халявкин, барабанщик. Все началось с папиных кассет: Deep Purple, Queen, Pink Floyd, Scorpions. А в лагере в 14 лет он услышал Металлику. И все. Пошло-поехало. Заслушал все до дыр, пересмотрел 100 раз концертники. И, по его словам, сразу понимал, как все это играется на барабанах. Когда Дмитрий узнал, что у него день рождения с Ларсом Уиллерихом совпадает, он решил, что это судьба. В группе быть. В школьные годы с друзьями и одноклассниками они распределили между собой роли в будущем коллективе. Кто-то становился басистом, кто-то гитаристом, хотя никто еще не умел играть. Главное, название и сценические псевдонимы были. С уверенностью говорю, да, было. Друзья поостыли, но Дмитрий продолжил. Он пошел заниматься ударными во дворец пионеров, а затем обучался самостоятельно и у барабанщика группы Айова. В Низкис он попал в 2010 году. Гитарист Леонид Нестерук к музыке пришел окольными тропами. Через танцы. Мама отдала его на хореографию, где по совместительству нужно было учиться играть на инструменте. Правда, энтузиазма это у юного Леонида не вызвало. Академическая музыка, преподаваемая в лицее, совсем не соответствовала его вкусам. А когда на занятиях по танцам начались шпагаты, он окончательно решил все бросить. Позже он поступил на художественное отделение в колледж искусств в Минске. Именно там он понял, что рок-музыка подчиняется тем же законам, что и классическая теория, которую он изучал на сольфеджио. К моменту основания Низкис Леонид к группе еще не присоединился. Это произошло чуть позже. Вокалист Александр Ильин вообще был футболистом. К нему поступали предложения даже от футбольных клубов из России и Казахстана. Александр усиленно готовился к отъезду, но буквально за неделю до этого решил поддержать форму, сыграв с любителями, и получил серьезную травму. Как он сказал, ему оторвали голеностоп. После травмы он лечился 7 месяцев, вернулся на поле и в первом же матче забил гол, но получил такую же травму на второй ноге. Это стало переломным моментом. У него было две страсти – футбол и музыка. И хотя он долго не мог определиться, эти два случая расставили все по местам. Далее была армия, где и раскрылся его вокал. Именно там его впервые назначили ответственным за обучение солдат строевому пению и маршировке. Есть еще в группе Сергей Кульша, басист. Именно он открыл репетиционную точку Низкис в Могилеве. Александр приходил туда 3-4 раза в неделю, чтобы распеться и наработать материал. Первые шаги к созданию группы начались в 2008 году.
прекрасное время. Panic! At the Disco выпускает свой Pretty Odd. У MGMT выходит их легендарный Reckless Spectacular. Two Door Cinema Club выпускает свою первую эпишечку. Джулиан Касабланкас не пишет ничего для The Strokes. Но ему простительно, через годик он выпустит сольник. Короче, это было отличное время, чтобы начать творить музыку. А потом уйти на перерыв, а потом снова начать творить. А что такое это ваши Нискис? Да ничто, просто набор букв, собранный с обложек журналов, раскиданных по столу. До 2012 года состав группы был творчески подвижным. Кто уходил, кто приходил, работа за чокопайки, выступления за свой счет. Это вскоре им надоело, и они начали просить оплату своего труда. Вскоре определился и основной состав. В то время они играли везде, где только можно было. Участвовали во всех отборах и конкурсах, которые только могли найти. И не зря, в 2012 году их отмечают две премии – Radio ОНТ и Ultra Music Awards в категории «Дебют года». Итак, 2012 год – одноименный дебютный альбом. Это 12 треков, которые по сей день звучат достаточно свежо. При выборе названия для альбома разгорелись споры. Одни были за огонь и пламя, другие за падшего ангела или демона смерти. В итоге решили ни вам, ни нам и просто оставили название группы. Многие треки на альбоме были записаны задолго до релиза, лежали, ждали своего часа. Потом случился перерыв примерно на год, после чего группа осознала необходимость довести начатое до конца и выпустить уже наконец свой дебютник. И знаете, что вышло из этого? Ну, например, вот. Если хочется взять, а снова взять нельзя. Думай об этом, думай. Или вот. Будем сами, чудесами, и в глаза ускользая тающих теней. Или даже вот. Прячь меня в свое созвездие, я весов. Возвращение к студийной работе стало не просто завершением старых записей, но и новой точкой отсчета. Группа пересобирала материал, что-то было переписано, что-то осовременено и уже в обновленном виде оперативно выпущено. Это стало возможным благодаря свежему взгляду, который пришел именно в результате временного молчания. Композиции на дебютном альбоме Нискис не подчиняются жесткой концепции. Это сборник личных переживаний, жизненных историй, внутренних наблюдений и фантазий. Дебютник прямо наполнен офигенными песнями «Токи», «Больше», «Шире», но есть песня, которой стоит уделить чуть больше внимания. Это «Я сам». С песней вырвать звуки из песен, проверить разум, только молча и сразу. Именно она стала фирменной финалкой концертов. Громкая, напористая, с тем самым зарядом, который оставляет людей с горящими глазами. Она просто идеальна, чтобы завершать ею живые выступления. Становится, будет сниться то, чего еще не хотел. И сердце будет биться, чем не сплетет. А в 2013 году Нискис презентовали клип на нее. Идея принадлежала Александру Ильину и режиссеру Дмитрию Левковскому. Основой стало живое выступление. Акцент на том, как музыка от сцены отражается в зале. Снимались, кстати, не только музыканты, но и их фанаты. Песня просто балдеж. Добавляйте ее к себе в плейлист. Живо. Лично у каждого проверю. Ну а раз уж мы уже в 2013-м, стоит вспомнить, что год выдался для ребят успешным. Они побеждают в белорусских отборах на фестивале «Соседний мир» и «Эмердженза». Молодцы? Молодцы. В 2013 году у Нискис выходит особенная песня
«Гуантанамо». Это была их первая композиция на белорусском языке. У меня даже не хватает слов, чтобы описать, насколько она прекрасна, поэтому использую звуки. Вы сами включили это видео. Впервые она прозвучала 2 ноября 2013 года в минском клубе «Репаблик». Песня была написана накануне их совместного концерта с группой «Без названия», а уже после концерта записана в студии. Несмотря на то, что название отсылает к известной американской тюрьме на Кубе, речь все же не о политике и не о конкретном месте. Гуантанамо – это образ тех внутренних границ, рамок, страхов и установок, которые мешают человеку быть собой. Вообще, белорусскоязычный трек был своего рода экспериментом. Они не знали, как слушатели воспримут его. Но эксперимент оказался удачным. Песня очень зашла к публике, и группа начала думать о том, чтобы продолжить писать песни на вельми прыгожей белорусской мове. 2014 год начался для них на позитивной ноте. «Гуантанамо» признали синглом года по версии Еврорадио FM, а в феврале ребята выпустили первый в Беларуси релиз в формате триплет. Цифровой мини-альбом, в который вошли все предыдущие синглы и ключевые треки. В апреле группа победила на конкурсе X-Star, что дало им возможность выступить на польском фестивале Wake Up and Live и организовать несколько концертов в Польше. По возвращению с Польши Низкис выпустили белорусскоязычный сингл «Цяпер и далей», который вошел в их следующий студийный альбом «Лирика». Работа над лирикой заняла примерно 3 месяца. Больше всего времени ушло на вокал. Александр, как назло, простыл. Барабаны, кстати, записывали не в студии, а прямо в клубном помещении, чтобы добиться объемного, живого звука без тонны эффектов. Оформлением обложки альбома занималась минская художница Александра Страшко, которая использовала золотой порошок для подчеркивания тонкости тематики. В одном интервью Александр говорил, что его всегда смущают фразы вроде «Наш первый альбом был таким-то, а вот второй альбом будет взрослым». Так вот, официально было заявлено, что альбом «Лирика» не будет взрослым, он будет классным. Давайте проверим. Всего в альбом вошло 9 треков из 15 написанных. Вы скажете: Любава, но ведь название альбома с какой стороны ни глянь, с русской или белорусской, написано с ошибкой. А я скажу, что так вообще-то и было задумано. В основном песни на альбоме на русском языке, но парочка белорусских все-таки записалась, и название альбома подчеркивает эту двуязычность. Из белорусскоязычных песен уже упомянутая «Цяпер и далей», Все и «Як спиняється тишиня». Я также могу выделить одноименную альбому «Лирика», «Где я?», Где я? Где ты? Укроемся эхом таким. и «Из-за нее». В 2015 году было выпущено еще 2 сингла. Первый очень достойный кавер на секунду «Люмен». Единственный в жизни раз я без сердца, без звук и плакать. И нет ни меня, ни вас, только секунда здесь и сейчас. И невероятно красивая тембра,
которая в 2017 году все-таки найдет свое место в альбоме «Синоптик». Разом з душою, розум сышаў толькі куды і не глядзець у яе бок так назаўжды. После выхода альбома «Лирика» группа выступила более чем на 30 концертах в Беларуси и России, включая крупные фестивали «Воздух», «Алые паруса» и другие. В октябре 2015 года «Лирика» возглавила рейтинг лучших белорусских альбомов по версии «Эксперты Бай», что дало группе право на специальный приз – полноценную рекламно-информационную поддержку одного из своих концертов. И 11 ноября они дают первый большой сольный концерт в клубе «Репаблик», где и презентуют прекрасную песню «Темра». И дальше череда выступлений, новый сингл, затишье и работа над новым альбомом. Давайте о нем. «Синоптик» стал третьим альбомом группы. Работа над ним напоминала не вспышку вдохновения, а рутинный, выверенный труд. Без иллюзий и пафоса, но с вниманием к каждой детали. Песни рождались органично, постепенно. Тема альбома сформировалась позже, из песен с природными образами и внутренними колебаниями. Так и появилось название «Синоптик». Музыканты экспериментировали, добавили многоголосие. Впервые в истории группы весь состав записывал хоровый бэк-вокал. Гитары тоже звучат иначе. Какие-то детали они спрятали в миксе так, что раскрываются они только после второго или третьего прослушивания. Обложка альбома – это своего рода прогноз. Ее создавал приглашенный дизайнер, прослушав несколько песен и передав свои ощущения от альбома в мечтательную, немного детскую графику. Презентация альбома прошла в родном для группы Могилеве клубе Куба и совпала с днем рождения Александра Ильина. За окном была какая-то погодная истерика. Холодно, снежно, дождливо, а в зале полная противоположность. Жарко, тесно и потно. Напоминаю, что вы сами включили это видео. Зал был полон, атмосфера праздничной, а слушатели пели песни вместе с группой. В «Синоптике» вы найдете песню под абсолютно любое настроение. Здесь для помечтать. Независимым для того, чтобы выговориться самому себе в зеркале. «Синоптик» для того, чтобы офигеть от того, какой восхитительный шедевр я сейчас слушаю, а потом несколько минут пялиться в одну точку и пытаться осмыслить всю свою жизнь. Для меня этот альбом из тех, где ничего не хочется скипать. Он мне нравится. Одни из моих любимейших песен здесь — это «Абсолют» с просто восхитительнейшим припевом. Никому, с которой и началось мое знакомство с группой. Никому из нас не слушай за меня и море на суше. Однажды я услышала ее по радио в машине. Мой телефон тогда предательски разрядился, и возможности зашазамить ее не было. Поэтому мне пришлось запомнить текст и уже дома, спустя несколько часов, искать ее по отрывкам фраз, которые еще не выветрились из моей памяти. Было бы преступлением не упомянуть шикарнейшую «Небеспечно». Абсолютный хит. Я бачу, змяняє день, вокруг мяне будто на поле. Отдельного упоминания заслуживает клип, потому что во время записи участникам группы пришлось немножечко
пострадать. Блять, сука! Съемки были сложными. Один день был потерян из-за ливня, а автобус, на крыше которого должны были играть музыканты, сломался и не вошел в окончательную версию клипа. И вообще было жутко холодно. Но нужно отдать группе должное. Они стойко выдержали съемки в одних только маечках. Ну и мы пришли к той самой песне. Темра. Темра, иди. Она очень красива, как инструментально, так и лирически. Чувствуется, что в нее реально вложили душу. Мрачная, слегка тревожная, она рассказывает о тьме внутри нас. Обязательно послушайте ее полностью, вслушайтесь в текст. Он бесподобен. Александр Васильевич, мое почтение. Несколько песен синоптика влетели в чарты белорусских радиостанций. Они беспечно получила название «Песня года» и от премии «Герои года», и от телеканала ОНТ. Мы уже почти у финиша. Осталось рассказать про самый уютный релиз Нискис – альбом «Сомнамбула», который вышел 13 декабря 2019 года. Александр Илин назвал его сборником истории интроверта. Такой тихий разговор с собой, где не всегда понятно, реальность это или сон. Все 9 треков альбома быстро вошли в первую сотню чарта Яндекс.Музыки. Открывающая композиция «Зимняя» достигла 18 места. Спойлер 55-го. Не сейчас и не здесь. Сведением и мастерингом «Сомнамбулы» занимался клавишник группы Анафема, португалец Даниэль Кардоза. Кое-что рождалось на удивление быстро. Например, спойлер написали и записали буквально за пару репетиций. Зато для песни «Липень» отказались от готовых сэмплов и записали перкуссию собственноручно. Каждый набросал в большой бубен связку ключей да пригоршню мелочи. Тот самый уютный бряцк слышен в конце песни. Полночь получила дополнительный импульс, когда ее взяли в саундтрек FIFA Online 4. Изначально у группы были планы на сотрудничество с другим футбольным симулятором, разрабатываемым в Беларуси. Для них это был не столько вопрос денег, сколько возможность достичь новой аудитории. Полночь в городе, я на проводе, биографию стерли вроде бы, дозвониться вновь не получится. Заберите кто с этой. Сингл «Немею» вышел чуть раньше альбома. Ты говоришь, и я не имею, мол, это сложно, а мы просты. Я не могу, я не умею быть таким, как ты, но... Клип на песню снимали в августе 2019-го на минской крыше бизнес-центра «Футурис». Для ливня пригнали пожарную машину МЧС и лили на площадку 10 тонн воды. Ну и в конце клипа пострадали инструменты. Еще меня
Меня очень зацепила песня «Люстерка». Тихо наяву раю застаться тут. Клип Андрей Гринько снял еще в 2018-м, вдохновившись настоящим детективом. Комбинированные кадры, тревожная эстетика, смотреть однозначно стоит. Но главная хитяра в альбоме – это песня «Интроверт». Найти старый трек и в нем ждать апрель. Звонить редко, мама, я вторым наверх. И есть только один правильный способ слушать эту песню – запереться дома и забыть, что такое социализация. В общем, альбом оказался очень достойным. Казалось, что вот сейчас точно все будет. Слава, деньги, тачки, то, сё, 5-е, 10-е. Джаред Лето лично выбирает их для разогрева. Мои любимые сладкие булочки Nothing But Thieves, все кроме барабанщика, потому что он писал мерзости несовершеннолетним фанаткам, тоже приглашают их на разогрев. А потом случается 2020. Группа выпускает один сингл, и я не буду его показывать по понятным причинам. Участвуют во всем известном событии. Это я, если что, про концерт в Falcon Club Arena. Музыканты не собирались уезжать из страны и открыто говорили об этом. Да, кажется, их и не трогали. До 5 января 2024 года, когда задержали Ильина, Халявкина и Кульшу. Итог – 2,5 года в Азкабане. Министерство магии не церемонится. Грустно. Реально грустно. Это была как раз та группа, которая двигала нашу белорусскую музыку вперед. И делала это качественно. Очень хочется верить, что со временем мы еще услышим их песни. Где бы они ни были, и в каком формате они бы не вернулись. А пока я просто продолжаю слушать их старые песни и радуюсь, что у нас в Беларуси есть такие талантливые музыканты. Что ж, пускайте любовоизм в свое сердце, на канал подписывайтесь, колокол жамкайте, низкие любите, они это заслужили. Спасибо вам, Александр Васильевич, спасибо, Дмитрий Олегович, спасибо, Сергей Иосифович, Леонид Юрьевич. Вам тоже спасибо. Персик, спасибо. Без него этого видео не было бы. И вам спасибо. Всем спасибо. Все свободны. Отулил, и два крылы сыпали снег. Я такой уже домой, я на услед. И отчувать спураю, что и у меня не есть. Пам'ять спалі, момент, коли все почалось. Той спомін горький, як дим, острий, як нож. І подлічить, кілька стяг і хто